Хорошо. Здесь так много было сказано о системе Чертаева, что я, надеюсь, не забуду в конце обязательно среди форматов, ну, свое мнение скажу о месте этой системы, среди возможных форматов кооперативов. Ну и не только. Так, ну в презентации у меня здесь есть в начале список тезисов, и в конце есть дополнительные слайды. Так что если кто-то будет посмотреть презентацию, то там дополнительные материалы есть. Вот. А начать я хотела бы с того, чтобы обратить ваше внимание на то, что, ну, вот, что можно обозначить таким вот лозунгом «мы строили и, наконец, построили». Что я под этим имею в виду? Я имею в виду что-то типа того, что мы, наконец, наверное, построили достаточно развитой капитализм. Или, другими словами, капитализм, наверное, достаточно развил производственные силы. Или мы смогли достаточно вырастить высокопроизводительные технологии, производительность труда. Для чего? Для того, чтобы какие-то более новые совершенные формы пробовать. Вот, наверное, многие слышали о том, что Ленин в 17 году не ждал революции в России, да? И Маркс, например, тоже не ждал революции на периферии. У них на самом деле были основания, но они же были теоретически подкованные люди. Вот, я для себя сделала вывод, что они видели низкую производительность труда в то время и настраивались на то, что капитализм еще должен будет подрастить производительность труда до того, чтобы можно было делать новые крутые общественные системы, типа царства свободы и все такого. Вот. Но я считаю, что вот мы живем в такое время, когда вот уже можем. Вот. Покажу вам, попытаюсь обоснование, да, вот на модели потребностей. Да. Здесь как-то оси, потребности бесконечные, не буду объяснять почему. Вот. Но обращу внимание, что у нас конечное число людей, сколько бы у нас не было, даже если там считать 8 миллиардов. Вот. И здесь можно сортировать наши потребности по степени развития технологий, то есть какие-то у нас потребности уже настолько хорошо, имеют настолько хорошо развитые технологии, что они могут потенциально быть полностью удовлетворяемы на всех, да? Какие-то у нас остаются в дефиците, по разным причинам, да? Или слишком низкопроизводительные технологии, или технологии, которая сейчас имеется, например, имеют какие-то ограничения по ресурсам, столько, например, на планете просто нет какого-нибудь материала. Вот, там тоже есть выходы. И вот самый хвостик, тоже достаточно интересный, у нас там есть уже потребности, но пока нет технологий вообще, чтобы их удовлетворять. Вот, но я, конечно, хотела бы сосредоточиться в первую очередь на потенциально насыщенной части потребностей, которые... Ой. Так, что-то я не то кликнула, да? Сейчас. Угу. Ага, да, не ту кнопочку нажала. Да, вот на этой части. Так. Вот. Здесь как раз 3 группы потребностей явно выделяются, о которых я уже сказала. То есть насыщенные, потенциально насыщенные, дефицитные и пока не удовлетворяемые, потому что пока еще не дошли до них. Вот. И на такой конструкции можно показать возможности нашей современной системы производства. Вот, то есть у нас есть конечная наша мощность как человечество, как общество, да, синеньким, да, и, соответственно, мы какой-то конечный объем общественного продукта получаем. Я здесь немножко произвольно нарисовала, это качественная модель. Вот, явно, что мы чуть-чуть не добираем потенциал технологий, но это нормально. Вот. И уже на этой схемке, на самом деле, можно, в принципе, ожидать, что у нас разные форматы будут, в том числе кооперативов, работать в этих разных частях этой модели. Скажу, что это все просто обобщение общедоступных данных. Вот здесь никаких таких цифр, которые, я считаю, которые надо как-то обосновывать, вроде не должно быть. Вот. Вот в этой части мы
вкладываем труд, но еще обычно не получаем результата, очень высокие творческие риски. И какое бы здесь ни было предприятие, в том числе кооператив, это, видимо, дотационная история. Вот здесь дефицитная часть. Вот здесь какие-то нужны технологии работы с дефицитом. И вот, если честно, здесь у меня нет каких-то у самой выводов насчет того, какие здесь форматы стратегических кооперативов возможны или вообще предприятий. С моей точки зрения, это вот что-то похожее на капитализм, который мы и на рынок, в общем, который мы имеем сейчас. Вот, можно здесь как-то план пытаться применить, ну, то есть какие-то очереди устраивать, но тоже очень большое разнообразие видов и форм, наверное, должно быть. Вот, и вот этот вот кусочек, который потенциально насыщенный, он гораздо более интересный, и, потому что там понятно, как мне кажется, что делать. Вот. Но прежде чем говорить там дальше о форматах, я хочу еще одну модельку здесь упомянуть, потому что она нам понадобится для обоснования, почему именно такой формат. Вот. Это цикл производства и потребления. Я тут пыталась изобразить. Очень часто рассматривают только производство, вот, но в системе это производство и потребление. И вот эти вот стрелочки, которые ими я попыталась изобразить потери. Откуда у нас потери? То есть мы можем напроизводить очень много, да, и у нас высокая производительность труда. Вот, но потребляем мы что-то как-то не очень много, потому что у нас, ну, эксплуатация, ладно, это классическая, вот, но на самом деле сейчас, может быть, даже больше вклад вносят творческие риски и предпринимательские риски, несостыковки спроса и предложения, то есть когда произвели, но не смогли продать, и продукт выкинули, да, там вся Африка завалена непроданными продуктами. Вот, поэтому вот один из моментов, на который хотела бы обратить внимание, что сейчас часто говорят о дальнейшем росте производительности труда, пока мы вот находимся в такой вот, на самом деле, в таком дырявом цикле, да, цикле, который как решето из себя продукт произведенный пропускает. Вот, возможно, без каких-то дополнительных оргмер, ну, мое мнение, что точно без каких-то дополнительных оргмер дальше растить производительность труда, ну, это как бы дальнейший путь в тупик на самом деле. Ничего хорошего не будет. Вот. И здесь вот попыталась изобразить, что же мы имеем. Вот там была раньше идеальная картинка, да, которая здесь осталась вот пунктирной линией. Да? То есть если бы мы все там по максимуму использовали наши возможности. Вот. Но в реальности мы затрачиваем гораздо больше труда, видимо, вот на основных потребностях, и имеем здесь перепроизводство, сверхконкуренцию, да, и, соответственно, еще меньше можем получить из того, что могли бы потенциально получить. Вот красненькое – это объем, который мы получаем, продукт, ну, то есть потребляем. А разница между этими линиями – потери. Здесь, возможно, они еще, наверняка даже еще больше, ну, изобразить в масштабах здесь достаточно сложно и, наверное, и не нужно. Вот. Что же делать? Вот. Я хочу предложить уходить от перепроизводства вот здесь, от затраты лишних усилий. Вот. И поскольку у нас есть на самом деле конкретное производственное задание, да, то есть у нас N человек, есть потребности, из которых мы можем выбрать потребности первого приоритета, которые дадут нам некоторое базовое жизнеобеспечение. Вот. И в этой части выстроить, выделить отдельную подсистему, вот, специальным образом ее организовать и получить гарантированное базовое жизнеобеспечение. Вот. Здесь каждое слово имеет значение, гарантированное, базовое и жизнеобеспечение, потому что гарантированное – это всегда очень конкретно. Базовое – это значит только часть потребностей, да, то есть чтобы кто-то не пугался, что его заставят есть каждый день одну и ту же булочку. Да? То есть вот видно, что в структуре потребления мы имеем какую-то базовую часть и еще что-то, что мы добавляем
менее организованными, так скажем, способами. И в этой части мы, соответственно, можем организационные технологии такие задействовать, чтобы у нас спрос, вернее, потребление соответствовало производству. Ну, практически там без потерь каких-то технологических, которыми можно там, в данном случае пренебречь в модели. Вот. Ну и, соответственно, жизнеобеспечение, потому что это первый приоритет, то, что нам надо обязательно бы сделать. Вот. Так, и ну, вот здесь немножко уточню, да, логическая цепочка, почему такая подсистема должна быть плановая, и прокомментирую, да, немножко про плановость, да, что плановый подход в экономике на самом деле это очень большой аналог автоматизируемости и программирования в технике. Только здесь у нас процессы автоматы получаются. Но фишка та же самая, это очень высокая производительность. Здесь уже все вот эти сложности, там, как чего делить, какую технологию выбрать, да, они решены в момент планирования, да, а потом эта система работает просто уже ну, как станок какой-то, да, и может пахать очень долго по понятным алгоритмам. Вот. Угу. Да, да, я еще вот, скажу, пожалуй, парочку замечаний. Вот, про производительность труда сказала. Вот, обращу внимание также, что это все-таки макросистема. Я думаю, ее может делать кооператив, вот, но он должен настраиваться быть большим кооперативом, очень большим. Да? И поскольку речь идет о системе, да, спроса и предложения, да, производства и потребления, то это не просто производственный кооператив, а обязательно потребительско-производственный кооператив. Причем, поскольку у нас вот здесь вот, опять же, в реальной системе у нас перепроизводство, да, то есть спрос у нас в дефиците, то в первую очередь требуется именно сознательное потребительское поведение, и кооператив здесь может много что сделать, организовывая именно людей как потребителей, вот, объясняя, почему именно так нужно, вот, а не просто так ходить там, в первый случайный магнит и там что-нибудь куда-нибудь свои ресурсы посылать в неизвестном направлении. Так. Ну, пожалуй, все. Если будут вопросы, да? Или в кулуарах потом можно даже. Да, я думаю, что мы можем там пару вопросов разобрать, если они есть. Саша, вопрос слэш комментарий. Для меня вот твой доклад, он звучит как, если бы мы более рационально пользовались автомобилями, то могли бы пересесть с личного автотранспорта и планово добираться на автобусах куда нужно, и не было бы пробок, и все бы от этого выиграли. Но ведь люди, как правило, с трудом смотрят достаточно далеко и с трудом планируют достаточно сложные штуки. То есть понятно, да, что то, о чем ты говоришь, например, в рамках кооперативной экономики, оно, ну, скажем так, является максимальной реализацией того, о чем говорил Юрий Борисович Мариничев. Такая гигантская инфраструктура, где там кооперативы планируют какую-то часть своей активности, все от этого выигрывают. Но даже на уровне там какого-то малого бизнеса или там ремонта дома люди с большим трудом договариваются из-за того, что ты пытаешься там, не знаю, с собственниками подъезда договориться, а давайте сделаем капремонт, а они говорят, а я через год продам квартиру. А зачем мне это? А подъезд и так хороший. Вот как ты это прокомментируешь? Потому что кажется, что идея хорошая, но несколько тысяч лет мы мечтаем об этом. Во-первых, вот обращу внимание, что плановая часть, ну, напомню, да, это только часть всех там потребностей, да, и на самом деле, да, здесь есть, наверное, некоторая хитрость вот при реализации практической этой системы в том, чтобы отобрать, что нам подойдет под плановую часть, да. Возможно, это какие-то
полуфабрикаты, да, которые потом будут в индивидуальном порядке дорабатываться, какая-то инфраструктура. Ну, то есть, условно, дороги сюда войдут, а как бы, куда поедет ваша машина, уже в дополнительной части вы будете решать с рисками, с потерями, да, которые уже не так критичны, потому что все-таки дорога уже есть, и по ней хотя бы можно ехать куда-то. Вот, опять же, да, я вот еще хотела про место системы Чертаева, да, там, в этой части, да, упомянуть, что вот в таком плановой базовой декоммерциализированной подсистеме, в которой убран перерасход средств, здесь, ну, соответственно, Чертаев не нужен, ну, вернее, он может быть и нужен в начале планирования этой системы, то есть в дизайне этой системы, а потом она работает уже просто как автомат. Вот здесь, наверное, как-то что-то можно применять, но когда у вас есть вот это базовое гарантированное жизнеобеспечение как подушка безопасности, вот все какие-то сложности, да, предпринимательские, да, и риски, что раз и вообще убыток, они теряют свою остроту. То есть, ну, потеряли вы там, да, как предприниматель, и вот в этой дополнительной части, но вы потеряли, считайте, премию, оклад у вас все равно остался, и вы как бы можете продолжать нормально жить. То есть вот смысл вот этой вот выделения такой подсистемы в том, чтобы сделать подушку безопасности для развития, для предпринимательства дальнейшего. Я думаю, с этим все согласны. И Юрий Борисович, последний вопрос. Да, я хотел вот сначала про этот кружочек сказать. Да, вообще-то, вот мне кажется, что вот в этой части у нас кооператив является потребительский, если бы не было вот этих вот стрелочек. Да? Ну, например, мы собираем с вами, сушим ягоды, грибы, вот, но мы же не обязаны их все съесть. Вот в той части, которую мы сушим для себя, мы их съедаем, и мы потребители. Как только мы продаем излишки, мы становимся... И вот возможно, что переход как раз вот этих вот форм из потребителей. Репликой на то, что сказал вот Рустам, мне кажется, проблема в том, что не просто там мы неправильно используем транспорт. Дело в том, что в семье там на 3 человек 4 автомобиля, вот, они все в одно время примерно выезжают и приезжают примерно в одно время туда же. Вопрос зачем, да? И к чему я это все подвожу? На ваш взгляд, и вообще, может быть, да, вот такая тема, можем ли мы прийти к коммунизму, вот в его провозглашенных как бы принципах? В позитивном понимании. Да. Я имею в виду, что как раз через базовый доход. То есть постепенное увеличение базового дохода на самом деле реализует тот самый принцип, когда от каждого будет восприниматься по его способности. Ну, допустим, будет работать техника, будет там высокая производительность труда и так далее. И именно через увеличение как бы базового дохода можем ли мы прийти к состоянию, когда действительно потребности будут закрываться совершенно спокойно. И что тогда будет с творчеством людей? Это скорее приведет к, ну, как бы к деградации системы, или она, наоборот, для нее откроются какие-то новые смыслы и возможности? Спасибо. Хорошо, что вы эту тему упомянули. Вот. Единственное, что поправка, здесь речь идет не о базовом доходе, а о базовой работе, о базовых рабочих местах. Да. Вы говорите о потребностях, то есть не о труде, потому что в социалистической как бы парадигме от каждого по способности, каждому по труду, потому что через труд давайте я попробую ответить. Да. То есть вот создание такой вот подсистемы, оно, где очень все четко, нормируемый труд, на самом деле, очень легко делить и работу, и результаты, позволяет делать такие вещи, как сокращение времени заработка или базовую работу. Вот не базовый доход. Базовый доход, я не знаю вообще, откуда взялась эта идея, кто и когда ее теоретически прорабатывал и прокритиковывал, вот, я не вижу экономических обоснований для того, чтобы использовать базовый доход. Как бы марсиане нам не прилетят нарабатывать продукт, чтобы мы просто его покупали. Вот, базовая работа, она как бы вот в этом цикле мы работаем, производим и потребляем продукт, который базовый произвели. Вот, там все сходится. Вот, но, соответственно, когда здесь получается, да, составная структура занятости, не только составная структура потребления, когда базовое потребление плюс дополнительное, но и составной рабочий день. То есть некоторый базовый, может быть, сделан базовый рабочий день, ну, на пол или меньше времени, ну, вот вашего трудового, да, и у вас остается оставшаяся часть вашего активного рабочего времени на какие-то дополнительные потребности. То есть вы можете работать, ну, условно, на 2 работах. Одна из них вам дает гарантированный базовый доход за там, полдня или меньше, а вторая вы можете вообще даже
на некоммерческие вещи тратить. Вот. И говоря там о как бы направлении в будущее, то есть это для меня вот прямой путь к царству свободы. Вот. Что касается лозунгов там, про потребности, еще что-то, если честно, я их не понимаю. Как бы. Мне кажется, 100 лет назад под ними имели в виду что-то другое, что нам уже в нашей ситуации как бы непонятно, потому что у нас как бы никто не умирает на улицах от голода. То есть, возможно, то, что они имели в виду под этими лозунгами, мы просто уже имеем сегодня как... Даже не замечаем, что мы уже... И я извиняюсь, что я уже вклиниваюсь. Рустам, последний вопрос. Да, маленький просто комментарий. Да. Я к тому, чтобы вот не было частных случаев. Александр, во-первых, большое спасибо за этот доклад, потому что он очень важный как направление, и мы даже где-то можем потом посотрудничать в части раскрытия именно вот этого. Мне очень сильно понравилось. Подсистема гарантированного базового жизнеобеспечения. Почему я говорю? Несмотря на то, что сегодня огромные вот эти вот самые IT-системы, там какая-то монетарная система работает, мы производим продуктов питания только в 2 раза больше, чем необходимо, и при этом 20% голод. Как бы про элементарные потребности нужно сейчас думать, раз мы умные, да, и все-таки эту часть закрывать. Действительно, это не все, но это то, что нам даст свободу творчества. Спасибо большое. Спасибо за комментарий, Рустам. Поаплодируем Александре. Спасибо.